Привет! Сегодня покажу, как связать такой вот простой бабушкин квадрат. Его можно связать как однотонным, так и разноцветным из ряда в ряд, просто менять цвет. В видео покажу сам принцип вязания бабушкиного квадрата и, соответственно, сам размер формируется за счет рядов, и он увеличивается либо уменьшается. У меня здесь 4 рядочка, 1, 2, 3, 4. И я как раз из таких квадратов вяжу сейчас кардиган. Принцип вязания сейчас покажу. Будем вязать однотонный такой вот квадратик. Вязать я буду из более светлой пряжи, чтобы видно было все петельчики, потому что на черном цвете, к сожалению, не видно. И так плохо они для мастер-класса, такие темные цвета. Начинаем вязание с волшебного кольца. Придерживаем, и вокруг 3 пальчиков я обматываю ниточку. И вот так она получается. Здесь она просто пересекается. Здесь заводим крючок. Пряжу и номер крючка я, как обычно, оставлю в описании. Придерживаем наше колечко. Захватываем рабочую ниточку и начинаем провязывать 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Это наш первый столбик с накидом, мы его просто сымитировали. Затем нам необходимо провязать еще 2 столбика с накидом в кольцо. Итак, делаем накид, заводим крючок в кольцо, захватываем ниточку, все аккуратненько придерживаем. Сложно может быть только в первом ряду, когда мы делаем с вами, соответственно, в колечко все петельки. Итак, провязываем 1, 2. Вот у нас, соответственно, второй столбик с накидом. Потом делаем опять накид, заводим в колечко, провязываем 1, 2. И вот у нас с вами уже 3 столбика с накидом в кольце, да? Первый помним, что это был просто имитированный столбик из 3 воздушных петелек. Теперь нам необходимо сформировать угол нашего квадрата. Угол мы формируем из 2 воздушных петелек. Формируем 1, 2. Дальше мы делаем накид, и необходимо провязать еще одну сторону квадрата. Провязываем столбик с накидом и еще столбик с накидом. Каждая сторона квадрата это 3 столбика с накидом. Угол квадрата это 2 воздушные петельки. Соответственно, еще необходимо 1 столбик с накидом. Вот у нас с вами 2 стороны квадрата. Еще необходимо еще 2 стороны провязать. И потом будем закрывать кольцо, и дальше уже будет все более понятно. Делаем 2 воздушные петельки. Захватываем ниточку, делаем накид в кольцо, провязываем 1 столбик, 2. И наш столбик с накидом провязан. И таким образом еще 2 столбика с накидом, и наша 3-я сторона квадрата будет готова. Все, 3-я сторона квадрата готова. Чтобы колечко у нас никуда не уехало, чуть-чуть за кончик подтягиваем, да, но не полностью, мы пока его не закрываем. Делаем с вами 3-й угол, 1, 2. И опять делаем 3 столбика с накидом для 4-й стороны квадрата. Итак, накид в кольцо, захватываем ниточку,
и провязываем. Да, первый ряд может быть супер неудобно, особенно поначалу. Да, мне даже и сейчас не всегда удобно его провязывать, потому что, ну, кольцо, вот это вот волшебное кольцо, с которого начинается вязание, оно не всем удобно, потому что соскальзывает и так далее. Ну ничего, тут буквально немножко нужно провязать, и колечко будет закрыто. Все, четвертая сторона квадрата провязана. Делаем четвертый угол. Раз, два. И закрываем колечко. Теперь просто необходимо потянуть. И все, и колечко закрыто. И вот наш квадратик с вами. Теперь необходимо закрыть первый ряд. Как мы будем это делать? Вот наш первый столбик с вами. Наш первый столбик, и вот наши петельки. Вот под эту петельку. Смотрим, да? Под вот эту петельку будем заводить крючок. Получается, это четвертая петелька. Раз, два, три, четвертая. Мы просто в нее под вот эту вот косичку, под петельку, под обе дужки заводим крючок. Все, просто под обе дужки завели, больше ничего не захватываем. Захватываем сейчас рабочую ниточку и сразу же протягиваем в петельку. Все, колечко закрыто. Первый ряд закрыт. Чтобы перейти на второй ряд и на все последующие ряды, мы вот таким образом будем набирать 3 воздушные петельки. Затем смотрим, теперь мы вяжем в арочки с вами. Вот наши арочки, это наши углы квадрата. Вот арочка, соответственно, здесь и здесь. Мы сейчас провязали с вами 3 воздушные петельки, и нам необходимо вот сюда, в арочку, провязать столбик с накидом. Вот здесь. Просто сюда будем заводить крючок. Итак, делаем накид, заводим крючок в арочку. Захватываем ниточку, провязываем раз, два. Делаем еще раз накид, заводим крючок в арочку, провязываем раз, два. Все, вот у нас, соответственно, первая сторона квадрата началась. И теперь необходимо по арочкам будем вязать. Все, мы забываем про вот эти петельки. Это вообще супер просто вязать квадрат, бабушкин квадрат, вот именно такой простой, да, не когда у нас там цветочек внутри и так далее, а самый обыкновенный квадрат. Я сейчас вяжу одним цветом, можно менять цвет, соответственно, можно было обрезать ниточку и присоединить другую, и уже 3 воздушные петельки провязать следующим цветом. Я буду вязать одним цветом, вот, но вы можете, соответственно, каждый ряд провязать отдельным цветом. Это на ваше усмотрение, как вы хотите, чтобы получилось изделие из квадратов. Соответственно, дальше вяжем вот про эти арочки. Все, вот наши углы будем провязывать в арочки. Это второй ряд. Захватываем нить, да, делаем накид в арочку, захватываем ниточку, провязываем раз, два. Напомню, что мы вот здесь провязывали 3 столбика с накида в арочку. И теперь следующую арочку на втором ряду и на всех последующих рядах между
одной арочкой и следующей арочкой. Мы не делаем никаких здесь ни воздушных петелек, ничего. Мы делаем воздушные петельки только для того, чтобы сформировать углы. Все остальное мы вяжем просто столбиками с накидом. И, соответственно, нам необходимо провязать 3 столбика с накидом в арочку. Мы один уже провязали, осталось 2. Итак, раз, это второй, и провязываем 3. Теперь как раз таки формируем угол. Делаем 2 воздушные петельки. И опять в эту же арочку, не в следующую, именно в эту, провязываем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Все, провязали с вами 3 столбика. И вот наш угол над углом. Сформировали. Соответственно, теперь у нас в каждом углу сначала 3 и потом 3. Такие, по 3, да, и между ними угол. Переходим в следующий угол. Нам необходимо провязать 3 столбика с накидом, сделать угол и опять в эту же арочку 3 столбика с накидом. Все то же самое, что мы сделали вот здесь. Делаем накид, заводим крючок и провязываем, да. Напоминаю, что здесь между вот этими столбиками и вот этими никаких, вот здесь нет у нас прибавок, соответственно, никаких воздушных петелек, ничего. Мы просто сразу в следующую арочку вяжем. Итак, еще необходимо 2 столбика с накидом. 2 и вот 3. 3 провязали, и необходимо угол сформировать. 2 воздушные петельки, наш угол, и опять в арочку 3 столбика с накидом. Накид, два, 3. Вот у нас второй ряд пошел. Он состоит уже из 2 таких вот лапок, назовем это так, и между ними угол. Вот у нас также, да, соответственно, вот у нас сначала первая формировалась. На черном плохо видно, видите, на камере. Ну ничего. Вот у нас первая формировалась, потом вторая, вот наши лапки, углы. Вот наш третий пойдет угол, третий ряд вернее. И затем после третьего ряда будет все супер понятно. Сейчас мы с вами провяжем 3 рядочка, и я расскажу весь принцип, и дальше вы уже сможете связать абсолютно столько рядов, сколько необходимо. И вот смотрите. Это первая лапка, да, из 3 столбиков с накидом. Это вторая. Нам необходимо сейчас провязать 2 воздушные петельки, чтобы сформировать угол, и, соответственно, закрыть второй ряд и перейти на новый. Помним, да, что вот эти вот лапки, которые с этого угла, и когда мы переходим на новый угол, никаких тут воздушных петелек нет. Воздушные петельки только в углах. Их всего 4. По 2, соответственно, 4 угла, 1, 2, 3, и вот здесь по 2 воздушные петельки. Давайте провяжем последний наш угол во втором ряду. Итак, 1, 2. Смотрим. Закрывать будем ряд. У нас 1, 2, 3. Здесь мы будем провязывать в 3-ю воздушную петельку. Вот наши 3, вот она, наша косичка, 3. В первом ряду мы провязывали в 4-ю, во всех остальных в 3-ю. 1, 2, 3, 3-я косичка. Под нее будем заводить крючок, просто вот так. Итак, заводим крючок, 1, 2.
Захватываем ниточку, аккуратненько, все, ничего не затягиваем. Все, вытащили ниточку и теперь провязываем сразу. Хоп, все, закрыли. Второй ряд у нас готов. Сейчас мы перейдем с вами на третий ряд, и уже с третьего ряда я покажу, как дальнейшее будем вязать. Как мы делали с вами во втором ряду, мы делаем 3 воздушные петельки. Провязали. Видите, у нас теперь арочек стало больше. У нас есть 4 угла. И между 4 углами у нас есть еще одна арочка. Соответственно, у нас будет дополнительная лапка, которая будет провязываться вот в эту арочку. Лапка состоит из 3 столбиков с накидом. Вот, это наша лапка. 1, 2, 3. И, соответственно, начиная с третьего ряда у нас будут добавляться вот такие арочки. Соответственно, между лапками у нас нет дополнительных воздушных петелек. Воздушные петельки только в углах. Их всего 4 у нас. И чтобы сформировать угол, мы делаем 2 воздушные петельки. Все, только здесь. Все остальное мы видим арочку, соответственно, мы дополнительно провязываем лапку. Арочки нет, мы не провязываем. Смотрим здесь. Надеюсь, что видно. Вот у нас дополнительные арочки появились, и мы просто 3 столбика с накидом провязали, лапку. Вот здесь провязали, но между ними у нас нет никаких воздушных петелек. Мы просто спокойно провязываем, уже, знаете, следующие ряды, так с закрытыми глазами, видим арку, провязываем туда лапку из 3 столбиков с накидом. И воздушные петельки 2 мы сделаем только вот здесь в углах. Их всегда 4, ну, потому что это же квадрат. Поэтому давайте приступим вязать третий ряд. Итак, мы сделали 3 воздушные петельки, и, соответственно, вот этот угол мы всегда с этого угла и начинаем вязать. Нам необходимо в эту арку провязать 2 столбика с накидом. Всегда, в каждом ряду мы начинаем всегда одинаково. Начинаем провязывать. Хоп-хоп, все, лапка сформировалась. И когда мы будем закрывать третий ряд и все последующие ряды, мы просто сделаем здесь 2-ю лапку и 2 воздушные петельки мы сделаем и, соответственно, закроем. Это у нас 4-й угол. Он у нас закрывается одинаково, каждый ряд. Вот такой вот принцип вязания. Итак, видим арку, да? Соответственно, здесь мы никаких воздушных петелек сейчас не делаем. Мы видим арку, и нам необходимо сюда провязать 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Тем самым сторона квадрата у нас увеличивается каждый раз на 1 лапку. Соответственно, здесь мы провязали там по 1 лапке, здесь у нас увеличился уже угол, да, у нас уже здесь на стороне у нас был 1 лапка, здесь уже 2 лапки у нас на стороне квадрата, а здесь уже будет 3 лапки, да, 3 столбика с накидом. 1, 2, и вот сейчас в угол будет. В 4-м ряду, соответственно, уже будет на 1 лапку больше, у нас уже будет вот здесь промежуток и вот здесь промежуток, именно сама арка. И вот таким вот способом мы провязываем столько рядов, сколько необходимо. Итак, формируем 2-й угол. Делаем 2 воздушные петельки, угол, и переходим на следующую сторону, да? Соответственно, следующая сторона у нас в этот же угол, в эту же арку, 2-ю лапку,
И дальше смотрим. Вот мы перешли на новую сторону квадрата. И, соответственно, раз лапка, два лапка и три лапка. Потом у нас угол формируется, и мы снова переходим на новую сторону квадрата. И таким образом мы вяжем столько рядов, сколько необходимо. Главный принцип – это запомнить, что лапка состоит из 3 столбиков с накидом, и воздушные петельки мы провязываем только в углах, их всего 4. Чтобы сформировать угол, мы провязываем 2 воздушные петельки. Все, это весь принцип вязания такого квадрата, такого вот простого бабушкиного квадрата. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Бежите по мастер-классам и приятного вязания. Скоро увидимся. Пока!